Всем привет, друзья! Вы смотрите мультикплеер с мамой. Я подумала, вы хотели посмотреть обзор на Безу, но я еще хочу показать, какие есть разные токсичные существа. Давайте все это совместим. Безу у нас токсин только один. И посмотрите, как он выглядит. То есть он на единичку выбрасывает яд, на один. Еще такие же токсичные, как Безу, это Диакрин, Дерагоникс, Гибли и Химакай. Ну а прежде чем мы начнем Безу против какого-то существа, подпишитесь на канал. А я напоминаю, что для вас разные делают летсплеи Кошка Мультикплеер. Всем привет! Да, Кошка Мультикплеер вместе с папой, а также иногда со мной, с мамой. Истории Мультикплеер делает Кошка Мультикплеер и мама. И иногда разные обзоры делаю я, мама. Ну что, надеюсь, вы подписались? Если да, то продолжим. Итак, у нас вот такой Безу. Начнем мы наше сравнение такого же токсичного ядовитого существа, как Безу, только это ходячее существо Диакрин. Давайте на них посмотрим, как они будут вместе взаимодействовать. Ну что, наш Безу подходит к Диакрину и хочет его укусить. У Диакрина появилась яд на единицу, потому что Безу укусила его, у него яд на 1. А теперь посмотрим, что произойдет с Безу, когда он кусает. То есть то же самое, только с другой стороны. Мы смотрим, ничего. Еще раз кусает Безу, и у Диакрина добавляется яд. Если кусает Диакрин Безу, у Безу происходит вот что. Он становится отравленным, но у него еще кровотечение открывается, посмотрите. И это наносит урон каждые 3 секунды. Чтобы снять вот этот яд, нужно лечь и полежать чуть-чуть. Но кровотечение нужно излечить. Смотрите, Диакрин снова кусает и увеличивается все, каждый раз на 2. То есть Диакрин все-таки он наносит больше урона Безу, чем Безу Диакрину. Сейчас исчезнет яд. Вот таким образом можно их убирать. Следующий Безу против. Пока давайте попробуем изваляться в грязи. Но у меня с телефона не получается. Вот вы просили показать, как это, но у меня никак с телефона не выходит. Следующий против кого Безу это Кехмандор. Очень радиоактивный. Ну вот. Безу против Кехмандор и еще раз. Он у нас радиоактивный. Давайте посмотрим, что будет, если они друг друга покусают. Итак, Кехмандор кусает Безу, с ним ничего не происходит. Со стороны Безу тоже ничего не произошло, только укус. Смотрите, почти половина снесло. Кехмандор, мы нажимаем Q, и он становится радиоактивным. Вы посмотрите, а ведь он только появился у нас. Он даже не вырос, у него уже есть эта способность. Но сейчас мы посмотрим, как это выглядит все со стороны Безу. У него, кстати, отнимается здоровье. Посмотрите, он в зоне радиоактивности, и у него здоровье так и летит. Кусками прямо отваливается. Вот, у него яд, прям все. И нужно поскорее отойти от источника радиоактивности. Тогда мы спасем Безу. Радиация. И вот это вот отравление, оно увеличивается. Напишите в комментарии, если хотите, чтобы было отдельное видео про кого-нибудь из этих существ, которые были в этом видео. Следующее Безу против Лисикоза. Лисикоза. Ну что, давайте вот у нас Безу. И Безу сейчас попробует укусить Лисикоза. Ну, естественно, тут на единичку у нас яд появился, как и всегда, собственно, со стороны. Он кусает Лисикоза и отравляется от этого. То есть чем больше укусов делает Безу Лисикоза, тем больше он отравляется. Давайте посмотрим птиц. Безу у нас с токсином 1. Брекел без кровоточения, без токсинов. Гибли токсин 1. Кушайка кровоточит на 4. Кимоти кровоточение на 1. Криффин ничего. Мамола отравляет на 10. Ниталталус кровоточит на 8. Перу ничего. Саукурин тоже не. Сачури кровоточение на 2.
И Винру кровоточение на 5. Самый такой страшный Момо. Ну, давайте мы следующий. Против кого у нас Безу? Это Перро. Посмотрите на этого красавца. Вы не можете его увидеть, потому что он стал невидимкой. Но он стоит здесь рядом с Безу. Вот он. Вот он такой Перро. Ну что, Беза у нас укусил Перро. Вот, 29 у него атака была. Смотрим со стороны Перро. И яд на 1 он получил. Если Перро укусит Безу, то ничего не будет, он просто его укусит. Но урон, смотрите, 150. Хороший такой. Следующий, против кого у нас выступает Беза? Гибли. Безу укусил Гибли, и у него появилось на 1 яд. А со стороны Безу ничего не произошло после укуса того, как он укусил Гибли. Теперь Гибли у нас кусает Безу и наносит ему 1 яда. Тоже одинаково, заметьте. Мы можем нажать Q, и Безу заснет. Эта способность такая. Sleep Ability, Sleep Aura. Вот он, Безу, у нас заснул. Смотрите, у него скорость замедлилась. И яд такой. Нужно подняться, перестать лежать, чтобы перестать спать. Ну и Гибли спокойненько может уйти. Следующий. У нас еще ядовитый, это некрояд у Алахая. Единственное, еще ядовит это Беловарактор, Эллопи, Лисикус, Миик, Мамоя, Мамола и много кто другой там в списке было написано. Сейчас давайте мы посмотрим Безу против Мамола. Мамола это такая летающая птичка, бабочка, но она пока еще гусеничка. Безу ее укусила и нанес яд 1. Безу кусает Мамолу, и на ней, смотрите, отравление на целых 10 произошло. Прям как с лисикозом получилось. Ух-ух-ух-ух. Ну почти. Здесь-то еще страшнее. Отравление. А теперь Мамола кусает Безу. Нет, она ничего, только кусает его. Ничего такого не происходит сильного. Угу. У нас Безу тоже укусила чуть-чуть Мамолу, она немножко у нас отравлена. Чтобы снять этот яд, мы уже помним, можно сесть или лечь. В принципе, это можно сделать очень быстро. Но этот яд, вот смотрите, он у меня уже успел вырасти, с крыльями появился, а яд еще не прошел. Так что надо все-таки лечь. А еще посмотрите, есть разрыв связок, но у меня не получилось сделать, когда Кендил был маленький, он у меня атаковал Безу, но никакого разрыва связок не сделал. Разрушение костей пробовал делать Лирачу, когда он был маленький, он тоже ничего не ломал Безу. Может быть, это будет какая-то способность во взрослом виде, не знаю, напишите, пожалуйста, почему разрыв связок и костей не работал. И подпишитесь, пожалуйста, на канал Мультикплеер. И до встречи, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока. До встречи в новых видео.